Я разговаривал с людьми с телевидения, ни один человек не высказался о нем как о коллеге хорошо и положительно. Поэтому вот этот хороший парень со жлобским, в моем понимании, юмором, он ничего хорошего не принесет. Он просто въедет за ваши деньги в Верховную Раду Украины. Вы не сочувствуете детям Германии? Сочувствую. А, полтинника жалко. Нет, Так почему же? не хочу. Здравствуйте. Сегодняшнее видео назревало очень давно, потому что в стране ухудшается ситуация, и все равно крупные волонтеры продолжают активно пытаться собирать деньги, их пиарят крупные украинские предприниматели. Люди вовсю, можно сказать, кайфуют от процесса, отдают им последнее. Это очень важная тема, я хотел бы сегодня кое-что на этот счет вам сказать. Во-первых, вы должны внимательно проанализировать персоны и биографии каждого из этих волонтеров. Второе, вы должны задать себе вопрос, а для чего эти люди это делают? Неужели это такие бессеребренники и такие избранные, которые способны безвозмездно таким заниматься? Я не услышал ни от одного крупного волонтера реальные деньги, которые получило лицо, которое это все промоутирует и курирует. Ну, из последних крупных можно назвать Притулу, Стерненко и Чмута. В моем понимании это является ничем другим, кроме как пиаром за счет других людей. А в данный момент это не тогда, когда в АТО, в принципе, относительно сегодняшней жизни ситуация была более-менее спокойна, хотя, конечно, огромному количеству людей она принесла горе. Это то, что происходит сейчас, это просто люди заходят в политику на ваших головах и за ваши деньги. Давайте порассуждаем так, я вам скажу свою точку зрения. Моя точка зрения состоит в том, что государство должно обеспечить войну, всю военную технику, все, что нужно солдатам нашим, ВСУ. А волонтеры должны волонтерить, то есть помогать другим людям. У нас ситуация, как всегда, у нас же страна зазеркалья всю жизнь была и есть, и, возможно, и будет, не дай бог, конечно. Но все идет к тому, к сожалению. Значит, я видел это так, что есть волонтеры, даже не важно, если они собрались в политику, но они должны помогать людям. Они должны помогать людям, а государство должно закупать все, что нужно для войны, повторяю. То есть вот сейчас как получилось, пункты незламности анонсировало государство, и Зеленский это делает, или там его окружение, он не в теме, как всегда, ничего. Значит, ясно было, что это будет столкновение между центральной властью и местной властью. Потому что любая местная власть в Украине, естественно, настроена только на сохранение портфеля и зарабатывание денег. Вот как произошло, например, с Кличко. И Кличко понимает, сделать хорошие пункты незламности, их анонсировал Зеленский, все весты пойдут Зеленскому, и голоса пойдут Зеленскому. Рейтинг Зеленского вырастет, а Кличко упадет. Что, собственно говоря, и произошло. И потому у Кличко было принято решение, по сути дела, саботировать это все, а заодно и вопрос бомбоубежищ. Я считаю, что пункты незламности должны были организовывать волонтеры, люди, все желающие и бизнес, самое главное. И единственная роль государства в этом, это была своего рода крыша. Сказать, что все, кто будут мешать делать пункты незламности, любые службы, любые люди будут незамедлительно наказываться и очень жестко пресекаться любые помехи для этого дела. Предприниматели должны были, любые граждане, все это организовывать за нулевые налоги, естественно. Потому что сейчас главная задача удержать страну, и чтобы граждане окончательно не сошли с ума и не поумирали от голода и холода. И чтобы статус социального напряжения не достиг своего апогея. То, к чему сейчас очень близко. Эту ситуацию я прогнозировал еще летом, и спецслужбы украинские были прекрасно в курсе происходящего. Но поскольку у нас государство такое, как оно есть, и за 31 год мы только деградируем, вместо того, чтобы, отказавшись от совка, вырвавшись в свободные времена, делать какие-то правильные поступки, в каждой ситуации, при каждом президенте, при каждом правительстве всегда выбирались самые худшие решения из самых худших. Но смотрите, спутник Притулы. Неужели граждане Украины после всего пережитого, являясь самой коррумпированной, самой бедной страной Европы, должны были еще спутник покупать Притулы? Я уже вам рассказывал, но мне не лень повториться. Если государству из ЗСУ нужен спутник за 15 миллионов долларов, поверьте, Зеленский знает, куда позвонить, чтобы этот спутник был куплен через час и все заработало. Но, к сожалению, я подозреваю, что этот спутник вообще не настолько, мягко говоря, нужен, насколько его распиарили. Но благодаря таким спутникам и всему остальному
сбиры на помсту и все вот в таком духе, это все просто-напросто прямой пропуск в Верховную Раду Украины. Более того, я подозреваю, что Притула вообще вошел в некий сговор с офисом президента, и вполне возможно, политическое будущее у них совместное. Да, кто первый раз на моем канале, я очень прошу вас подписаться и поставить колокольчик, я гарантирую, что вы об этом не пожалеете. Ну а теперь давайте пройдемся по персоналиям, начнем с самого распиаренного, это Сергей Притула. Вы знаете, этот человек уже довольно-таки давно в политике, и я напрягался, я пытался смотреть его интервью, я специально готовился к этому видео, видео, как всегда, по ночам приходится сейчас снимать, катастрофически не хватает времени. Я пытался найти какую-то информацию, я пытался в его интервью услышать какие-то его взгляды на вещи, потому что давайте правду говорить, Притула это минимум депутат следующего созыва Верховной Рады, его партия зайдет с огромным процентом. Не исключаю, что они объединятся со «Слугой народа», очень сильно это не исключаю. За Притулой стоят олигархи, за Притулой стоят еще ряд других людей из батальона «Монако» и очень серьезных других людей. Финансирование там просто колоссальное, поэтому именно на этих спутниках и на этом всем он заехал в Верховную Раду. Что стоит за этим? Я ни по одному вопросу не услышал мнения Притулы политического и экономического. Вот после перелопачивания огромного количества информации я хочу вам показать один краткий епізод. Перше питання. Перед тим, як ми будемо, до речі, гуляти повз МАФи, малі архітектурні форми, і я в тебе як кандидата буду питати, що ти думаєш про МАФи, про незаконні забудови вже і так далі. Ти в цьому питанні як? Вже орієнтуєшся чи Потихеньку розбираємося. Є багато людей, які долучилися зараз до команди, які петрають у різних проблемах набагато більше, ніж я, який знається на них, ну, можливо, там десь поверхнево, може десь трошки глибше, дивлячись, така тема. І я опираюся от на їх думки, на їх бачення, тому мені в цьому сенсі трошки простіше, тому що ці там закиди людям, які приходять, наприклад, намагаються зайти у владу з креативної індустрії, що, мовляв, у вас немає якогось управлінського досвіду, ви не знаєте, як крутити гайку, як влаштована каналізація там, і так далі. То есть, представляете, человек идет в мэры города Киева, а МАФы на тот момент являлись одной из главных проблем киевлян, предпринимателей. В Киеве очень много предпринимателей, и очень много талантливых, и очень работоспособных предпринимателей. Ответ Притулы: я не знаю, я взял специалистов, они лучше меня разбираются, сейчас мы работаем. Конкретного ответа нет, я взял специалистов. Друзья мои, я хочу, чтобы вы понимали, идеолог, который идет хоть в мэры, хоть в президенты, хоть в парламент хочет свою партию завести, идеолог должен иметь программу и философию. И в соответствии с этой философией подбирать людей для решения этой задачи. Потому что если ты идешь в мэры города Киева, куда бы то ни было, а МАФы это вопрос для всей Украины, это вопрос свободы в экономике, и это очень важный вопрос, потому что Украина будущего, в моем, конечно, понимании, в моей концепции, должна строиться на основе мелкого среднего бизнеса, и доля ВВП от мелкого среднего бизнеса должна достигать 70%. У человека нет мнения даже по этому вопросу. А у меня есть мнение. МАФы должны быть разрешены в понятных местах, без никаких этих за понятные деньги выкупаться эти места в рыночных условиях. Вот и все. И это все можно благодаря новейшим технологиям очень просто организовать. Но, как мы видим во всех крупных городах, все сладкие места получили все, кто работает в связке с государством. Для меня это не предприниматели. А, извиняюсь за выражение, лохам, нате там за остатки и по завышенным ценам боритесь, и все равно на этих местах ничего не заработаете. Это касается МАФов, кофеин и всего такого мелкого бизнеса. Вот что происходит. Если Притула не может высказать даже по поводу МАФов, я не говорю уже глобальная концепция экономики в масштабах нашей огромной страны, то о чем с ним вообще можно говорить дальше? У этого человека нет никаких идей, он всю жизнь проработал телеведущим, я разговаривал с людьми с телевидения. Ни один человек не высказался о нем как о коллеге хорошо и положительно. Все сказали, что это показушник и волк в овечьей шкуре и вообще гнилой человек. Это не я говорю, это мне так передали. Его коллеги. Я, слава богу, с ним по жизни не сталкивался. Поэтому вот этот хороший парень со жлобским, в моем понимании, юмором, он ничего хорошего не принесет. Он просто въедет за ваши деньги в Верховную Раду Украины, а потом, когда вы будете от него требовать какой-то вопрос, вы даже не будете знать, во-первых, за что он, какие его идеи.
Вот и все. Он скажет, я взял команду, они лучше знают. А кого он взял, кто он взял? Кто может лучше знать, как решить вопрос с мафиями, кроме предпринимателей? Никто. Его новоявленный друг, а скорее всего это трюк спецслужб, они это все объединяют, Сергей Стерненко. Давайте кратко пройдемся по официальной биографии Сергея Стерненко. Нынешнего кумира молодежи, к сожалению, у человека более 1 миллиона подписчиков. 95-го года рождения, украинский общественный деятель, юрист, блогер, волонтер, глава общественной организации «Неравнодушный», основатель и активный участник народной иллюстрации, бывший член провода и руководитель Одесской областной организации «Право сектора». Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая против российских силовиков. Там вступил в ТРО, понятно. Родителей я не обсуждаю. Значит, до 2014 года занимался раскруткой групп в соцсетях и пытался начать карьеру хип-хоп исполнителя. В конце 2013 присоединился к Евромайдану Одессы. По собственным словам, участвовал в революционных событиях в Киеве, в частности, противостояние на улице Грушевского. Дальше ничего интересного. Ну а дальше, вы знаете, была ситуация с убийством в прямом эфире, после чего началась вокруг него заваруха, суды и так далее. И по моей информации, ровно в тот момент, я не говорю, что это правда, мне люди на улице нашептали, я не утверждаю, считайте, что это просто слухи. Именно в тот момент его завербовали украинские спецслужбы, у него был выбор или идти в тюрьму всерьез и надолго, или работать на спецслужбы, ну, как видим, что он выбрал. И на сегодняшний день он является одним из самых медийных людей в Украине. Скажите, если такой человек, который толком свою жизнь не обустроил, придет в Верховную Раду Украины, вот скажите, что он вам напринимает, какие законы он вам напишет? Это мы уже проходили Казаков-Гаврилюков, мы уже проходили Илью Киеву и же с ними, этот весь позор, Коли Тищенко. Хотите дальше? Голосуйте, отправляйте деньги. Перед тем, как мы перейдем к личности Тараса Чмута, я хочу вам сказать такую вещь. Я обожаю «Собачье сердце», и каждый раз, когда я вижу сборы крупные делают вот эти вот деятели, о которых я сегодня говорю, или мне люди говорят, а ты скинул? Ну сбрось, пожалуйста, присылают ссылку, вот новый сбор, сбрось. У меня всегда в голове, и, кстати, у некоторых моих подписчиков, всплывает сцена из «Собачьего сердца». Посмотрите. Я понимаю вашу иронию, профессор. Мы сейчас уйдем. Но я, как заведующий культотделом нашего дома... Заведующая. Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука. Не возьму. Но почему вы отказываетесь? Не хочу. Вы не сочувствуете детям Германии? Сочувствую. А, полтинника жалко. Нет, Так почему же? не хочу. Знаете ли, профессор, если бы вы не были европейским светилом, и за вас не заступились бы самым возмутительным образом, вас следовало бы арестовать. За что? А вы не любите пролетариат. Да, я не люблю пролетариат. Зина, подавай, голубушка, обед. Вы позволите, господа? Вот не хочу. И я просто не хочу. И я тоже не люблю пролетариат. Не хочу. Те ребята, которые мне помогают на линии фронта, на передовой, они это прекрасно знают. Вне этого людям, сколько мне помог и помогаю, они это тоже прекрасно знают. Я никогда не буду это как-то подробно афишировать. Понимаете? Потому что мне не надо идти в политику, тем более идти в политику таким наглым, циничным образом на крови и деньгах других людей. То есть я не создаю пиар для себя за ваш счет. На самом деле никакой идеи, никаких задач это не преследуется. Банально все. Только самолюбование, вот такая вот подоночная, я это называю, самореализация и власть. А дальше у власти всего лишь будет вопрос, сколько в чемоданчик положат зеленых бумажек. Тарас Чмут, краткая биография. Родился в 1991 году в Коростышеве Житомирской области. Отец предприниматель, мать работает в международной организации. В 2008 году в возрасте 16, внимание, с 16 лет стал соучредителем украинского милитарного портала. Потом поступил в институт. В 2015 году завершил магистратуру, получил квалификацию научного работника по направлению авионика.
дальше там просился в армию, его не взяли, но он как-то прорвался. Вы зайдите на Википедию, кому интересно, почитать, я не хочу на это тратить время. Но я хочу сказать другое. Так, как этот фонд развернулся, какие у этого фонда сборы, миллиарды гривен, и то, что этот парень далеко не из бедной семьи, и в 16 лет он уже был соучредителем какой-то там организации, говорит только одно, что прямая дорога ему в политику. И хотя из этой троицы он действительно вызывает самое по-человечески нормальное впечатление, но, вы знаете, меня всегда пугали люди, которые хотят казаться очень простыми. Простота хуже воровства. Чому ти без охорони? Ого, яке питання. Чого я без охорони? Хто я такий, що без охорони? Ти людина, яка реально впливає в тому числі на перебіг війни. Ну, це так звучить гучно. Окей. Ну, по-перше, водій – це додаткова посада в організації. Якщо брати водія, то мені краще взяти ще одного комунікаційника, закупівельника, менеджера по роботі з військовими або людину, від якої КПД буде більше, ніж просто возить мене. Поэтому, когда ты из небедной семьи, 16 лет участвуешь в каких-то уже организациях, то совершенно понятна твоя цель, твой путь. Я не знаю, кто этот путь придумал, сам Тарас или, может, его родители, или кто-то вместе с ними. Сейчас это уже все в спайке с государством. Этому парню, он даже младше меня, ему 31 год. Заметьте, ни один из этих людей ничего не показал в рынке, в честной конкуренции, в профессиональных качествах. Эти люди все делают только благодаря вашим деньгам, благодаря государству. И что самое ужасное в этом всем, не в мирные времена, не во времена созидания, а тогда, когда всеобщий хаос, теперь, когда война, и жесткие и ужасные вещи сейчас происходят в Украине, вот именно в эти моменты эти люди на коне. А дальше время и решение за вами. Мой вам в итоге конечный совет. Хотите помочь? Организовывайте пункты незламности своими руками. Если вы по своему желанию хотите быть волонтером настоящим, организовывайтесь в группы, помогайте друг другу. Просто человек, помогайте другому человеку. Хотите отправить деньги, отправляйте адресно тому лично, в ком вы уверены, знакомым каким-то на передовой, передавайте то, что они просят. Вообще, в итоге, если у вас лишние деньги, потратьте на свою семью, обеспечьте всем, что нужно сейчас, во время войны, вашей семье. Потому что потом, когда эти люди поприходят в Верховную Раду, занимают очень высокие должности, они будут там решать только свои вопросы. И суть государства, вот этого вот гнилого, коррупционного и слабого, как показала жизнь, вы очень сильно разочаруетесь, а потом будете думать, что ничего изменить невозможно, все обречено, теории заговора и все остальное. Нет, все в ваших руках, просто начните думать. Пока.